Сейчас мы начинаем новый раздел этой науки. Now we will know something about the nadis. И сейчас мы кое-что узнаем про нади. Nadi. Нади. You see this word in many sciences. You see this word also in Ayurveda. Вы сможете увидеть это понятие в очень многих науках и даже в аюрведе. Also you find this word in the science of tantra. Точно так же в тантре это можно еще заметить. Ну, оно содержится и в тантрической науке. Tantra means not in the manner it is, which is wrongly understood in the West now. Он говорит, что относительно тантры существует неправильное восприятие западными людьми этого слова. Because all the texts of tantra are very often wrongly translated. Потому что все тексты, которые существуют по тантре, переводятся неадекватно. Tantra means it is the science which explains the arrangement of this creation. Тантра — это та наука, которая объясняет происхождение всего сущего. So Tantra is a branch of these scriptural sciences. То есть тантра — это одна из ветвей вот этих наук, вышедших из священных писаний. Одна из базовых наук священных писаний. And also you find this word nadi in the science of mantra. И также вы сможете это понятие нади обнаружить в такой науке, которая занимается изучением мантр. Янка. Mantra means Что означает под собой мантра? the use of the potency of the sound. Использование потенциала звука. A sound which is charged to the high energies is called mantra. Звук, который способен достигать высших планов, называется мантрой. So by uttering that sound, we are connected to the cosmic principles. То есть, повторяя подобные звуки, произнося их, мы соединяемся с космическими принципами. The most common mantra we know is Om. Наиболее часто используемая мантра, которую вы знаете, это мантра Ом. That is why in all the mantras you find Om connected to all. Om Namo Narayanaya, Om Namah Shivaya, and this Om. И практически во всех мантрах, которые используются, вы сможете эту частичку Ом наблюдать, да, там, то есть Ом Намах Шивая, Ом Намах Нарая. То есть, ну вот, в каждой, видите, начинается она с частички Ом. So Tantra, as I told you, Tantra is the science which explains about all the arrangement and all the texture of this creation. Тантра — это, как я уже говорил, это та наука, которая объясняет происхождение и взаимодействие всего сущего вот в этом творении, ну, во всем сущем. Tantra is derived from the word tantu. Tantu means thread. Слово танту обозначает производить. Thread. The thread. Trade is... The thread. Как... like in the... Yes? Нить. Да, нить. Like a thread. Нет. Нить или производить? Нитка. But this is etheric, no?
Yes, Tantra, it is called Tantra because it explains about how, for example, how a cloth is made possible by the arrangement of the thread. In the same manner, the arrangement of the creation is explained in Tantra. Точно таким же образом, как, например, наука может объяснить создание тканей из нитей, ну, каким способом нити должны быть соединены для образования ткани, таким же образом тантра объясняет, как могут быть соединены, ну, вот, более тонкие нити для образования всего, что существует. Вот как бы знание про структуру. It's about like a knowledge about the structure, about the connections between different. About the structure of this creation, how it is arranged, all the forces. Ну как устроено вообще все сущее, как оно, как организовано. Matrix. Да, это как учение про матрицу. And yantra is the science of symbols. А янтра это наука, изучающая символы. So therefore you commonly find this word nadi in all these sciences. И в каждом из вот этих вот подразделений слово нади используется в своем значении. Ну, то есть оно является общим для всех этих наук. Also you find this word in yoga. А также это касается таких наук, как йога, аюрведа. So in all these spiritual sciences you find the use of this word nadi. Во всех этих духовных науках вы найдете этот термин, который называется нади. Now we will know what nadi means. Что же он значит? So nadis are the lines of forces. Нади обозначает линии силы. These are the lines of forces along which the energy flows. То есть это как линии напряжения, вдоль которых распространяется энергия. Therefore, nadis are not physical substances. То есть, другими словами, нади это не физические какие-то, это не является материей, физическим веществом. In some books they are wrongly translated as the nerves, it is not the nerves. В некоторых книжках ошибочно переведено как нервы, чем оно не является. They are on the etheric plane, they are lines of forces. Это линии напряжения на эфирном уровне. So you cannot physically see nadis anywhere. И поэтому физически вы нади не сможете увидеть нигде. Our etheric body or the vital body is constituted by the nadis. Наше эфирное или витальное тело, оно имеет структуру, обусловленную этими линиями напряжения, нади. It is the same. What we call vital body or etheric body. Это одно и то же понятие, эфирное и витальное тело. And where is this etheric body or the vital body located in us? Где же расположено по отношению к физическому телу эфирное и витальные тела? Our physical body is formed along this etheric body. Our physical body is formed along the lines of this vital body or the etheric body. И наше физическое тело, оно сотворено согласно линиям напряжения эфирного или витального тела. То есть оно сотворено в точном соответствии с вот этим вот планом эфирного и витального тела. Because our physical body, as we have seen earlier, our physical body is the result of a precipitation. То есть, как мы уже поняли из ранее вышесказанного, что наше физическое тело является результатом такой конденсации, как бы осаждения. So the shape of
our physical body and all these what you find in as a physical structure, it is formed exactly in the manner in which etheric lines, in which the nadis are arranged in the vital body or etheric body. То есть вот эта вот физическая структура нашего тела, его форма отображает в точности все эти нади, линии напряжения, которые проходят в эфирном теле. So the structure of our physical body, what we see, depends upon the arrangement of the etheric body. Другими словами, структура физического тела, которое мы можем воспринимать нашими органами чувств, она зависит от расположения вот этих вот линий напряжения в эфирном теле. Because our etheric body, as I told you, it is constituted by the lines of forces which are nadis, and it makes the shape, and along this shape our physical body is precipitated. То есть вот наше эфирное тело, оно устроено различным переплетением и взаиморасположением вот этих вот каналов нади, и согласно вот этой, как матрице, да, вот этой организации пространственной происходит осаждение и проявление физического тела. So therefore, what we have to understand is this etheric or vital body is spread along our physical body in a higher plane. То есть то, что необходимо понять, то, что эфирное или витальное вот это вот тело, оно находится поверх нашего физического тела, но только на эфирном уровне уже. And the nerves of the physical body, и нервы физического тела, because the nerve tissue is the finest tissue of our physical body. И поскольку нервная система является очень хорошей, такой одной из самых качественных тканей нашего физического тела, so the nerve threads which are arranged in our physical body, нервные пучки, которые размещаются в нашем физическом теле, which cause all the sensations, которые образовывают любые виды ощущений. So these nerves, they are like the electric wires. Эти нервы, они подобны электрическим проводам. But these electric wires carry electricity because there are the lines of forces which are working along these lines. Но эти провода, они просто проводят электричество согласно тех линий напряжения, которые существуют вне этих проводов. То есть физические провода это просто проводники. So when you observe the wires inside you, we see the copper wire, but we don't see the flow of electricity along this. That we don't see. То есть если мы просто вскроем потолки и посмотрим, мы видим просто медную проволоку, но мы не увидим, как и куда передается электроэнергия. То есть это то, чего мы не можем видеть. And that is not possible because it is not physical. You cannot see with physical eye. И так как это не является физическим на этом уровне, значит с физическим глазом мы это не увидим. So that is why nadis are to be understood as such lines of forces which can be felt but you cannot see them. То есть таким образом нади это такое понятие, которое характеризует линии напряжения, которые мы можем обнаружить, найти, но мы не можем их увидеть. The relationship between the vital or the etheric body and the physical body is взаимоотношение между физическим и витальным или эфирным телами таково, just like the relationship between the threads of our clothes and the cloth. Оно такое же, как взаимоотношение между нитями, составляющими нашу одежду, и самой одеждой. Because when you see this, you call this a cloth. Потому что вот вы сейчас посмотрите то, что на вас одето, это будет называться одеждой. But in fact, it is only the arrangement of the threads.
На самом деле это какое-то переплетение ниток просто. But when you observe the cloth, you don't see the threads. Но если вы вот смотрите на одежду, вы же ниток не видите. Because there are hundreds and thousands of threads which constitute the cloth. Потому что ткань составлена сотнями и тысячами нитей. But you call it as a single unit the cloth. Но нитку вы все равно называете базовой единицей одежды. So this is how we have to understand. Because when you see the cloth, where are the threads located? Потому что когда вы смотрите на ткань, где расположены нити? The cloth, what we call cloth, is only a pattern of the arrangement of threads. Потому что то, что мы называем одеждой, это всего лишь частичка взаиморасположения различных нитей. In the same manner, what we call our physical body is a pattern which is precipitated by the arrangement of this etheric body, the vital body. Таким же образом, то, на что мы смотрим и думаем, что это физическое тело, является просто переплетением каналов эфирного или витального тела. Therefore, physical body is not, we have to remember that physical body is not an entity by itself. Но и нужно еще помнить, что физическое тело не является цельным само по себе, не является отдельным, чем-то отдельным. I think you remember the example of the tent which we yesterday mentioned. Вчера помните пример с тентом? Because what you call tent is nothing, there is nothing like a tent. What we call tent is only a shape formed by arranging the lines of forces. Потому что то, что мы называли тентом, на самом деле это как бы не тент, а размещение каких-то размещение в пространстве согласно линии напряжения каких-то субстанций, да, то есть там пластика, железа, древок. In different directions, we have pulled the ropes and tied them, and this made the shape like that, what we call tent. Натянули веревки, завязали их, придали форму и назвали это тентом. But there also, are the ropes responsible directly for the stage of the tent? Но веревки находятся в ответственности непосредственно за вот это состояние тента. If you take some ropes and keep the ropes there, can the ropes make a tent? Если вы, например, возьмете, отвяжете эти веревки и положите их там, они могут тент сделать? So the tent is made possible only when you arrange the ropes in a pattern in which there is the lines of forces acting. Тент возможно сделать только в том случае, если вы возьмете веревки и примените их в том порядке, в котором они будут обеспечивать вот эти вот линии напряжения согласно структуре, которую должен принять тент. So the lines of forces which are responsible for the tent are not directly seen, but what you see is only the threads. Потому что The ropes. Линии напряжения, которые, натяжения, которые этот тент формирует, они фактически невидимые, да, то есть потому что физически то, что вы видите, это веревки. So that is how you have to understand the relationship between our physical body and our vital body. Таким образом, на основе этого примера можно понять взаимоотношения между нашим витальным и физическим телами. So a clear understanding is very important, otherwise you cannot further go into the subject. Четкое понимание, оно является крайне необходимым, потому что без него вы дальше не продвинетесь. So the etheric or the physical body, it has all the parts what you see in the physical body. Эфирное или витальное тело, оно имеет все те же самые части, которые можно наблюдать на физическом теле. That is why sometimes by accident, if a part of the physical body is separated, Таким образом, если вот, например, какой-то несчастный случай и кусочек физического тела отделился, then the same part
is not immediately separated in the etheric body. In the same time? No? Not, it is not immediately separated. То есть, если физическое тело в каком-то несчастном случае кусок отделился, то витальное тело, оно сразу же не отделяется. For example, your leg is cut. Например, ногу отрезать, если... So etheric, the leg of the etheric body is still there. You cannot cut the leg of the etheric. То на эфирном плане вы эфирную ногу не отрежете, она еще некоторое время там будет находиться. That is why those persons whose leg is taken away, they feel the pain even after that. И таким образом люди, которым ноги поотрезали, они могут боль чувствовать даже при отсутствии физических ног. That is what is called the phantom pain. Это называется фантомные боли. And how can you explain in the medical science this? What is the phantom pain? Как объясняется согласно медицинской науке фантомные боли? Because of the patterns in the brain. The patterns. The patterns in the brain, but how? It is because of the etheric body. Because nerve is damaged and the patterns. Nerve is damaged, but the pattern, how it works when the part is eliminated. There is the explanation. Have radiation. That radiation is called etheric body. Ну да, то есть на языке науки, если это говорить, существуют определенные паттерны в сознании, которые ответственны за восприятие ощущений определенных частей тела. И при отрезании какой-то либо конечности эти паттерны не получают должной импульсации или получают неправильную импульсацию. И ну вот это то, о чем мы говорили, что именно вот эта вот импульсация и является эфирным телом. Ну, то есть так как она невидима, то она как бы в медицинской науке не используется. When the physical body is totally disconnected from the etheric body, в том случае, если физическое тело полностью отсоединено от эфирного тела, that is the death of the physical body. Это называется смерть физического тела. And you know, there is a phenomenon that sometimes, because this etheric body and the physical body are closely connected by these lines of forces, and certain times, suddenly there is a disconnection at certain part. Вы знаете, что бывают такие случаи, что хотя эфирное тело с физическим телом очень тесно связаны с помощью вот этих вот линий напряжения, иногда возникают случаи несовпадения в какой-либо части физического и эфирного тела. And this temporary disconnection, when there is such a sudden disconnection, immediately there is a jerk, and it makes an effort to reconnect. То есть и в том случае, если вот возникает это временное расхождение, то сразу же рассоединение. When it is disconnected, then there is a jerk, and there is an effort to reconnect this. You know, if it is a total disconnection, it is death. Я просто как бы это рассоединение, да. Disconnection. Temporary or forever? If it is a total disconnection, that is. Я переведу просто. Disconnection это ну как рассоединение. Рассоединение, да. Но я просто жду возможности сказать, чтобы не прерывать разговор. В том случае, если происходит рассоединение эфирного и витального тела, сразу же образуется очень сильное влечение эфирного тела для слияния, чтобы восстановить целостность структуры. Ну, так понятно. So when there is a temporary disconnection at any particular part, если существует временное рассоединение в какой-либо отдельной части, then the vital body or the etheric body makes an immediate effort to reconnect it. Тогда эфирное или витальное тело делает очень мгновенно сильнейшие усилия для восстановления целостности структуры. And in this process, there is a sort of jerk. И в этом процессе происходит происходит сильное сотрясение. And that is what is called spasm. Это то, что называется спазмом. How can you explain spasm in the medical science? In the medical science, spasm is caused by the neurological or vessel pathology insufficiency in the physical body.
that makes some impulsation into the special pattern of the brain, and that regulates like a spasm of the muscles. Yes. This is such, how to say, this is self. In this way, body just trying to be saved against some trauma, perhaps knife or something else. So body goes to shrink, and this causes spasm to prevent the damage. But for example, there are spasms like epilepsy. Yeah, there is strong impulsation in the brain. Yes. And why it is caused? Why it caused? Why it is caused like that? I don't know why. But I know through the nerves the impulse goes Yes, from this goes. area. But I know that even on atomic, biochemical level, because the nervous junctions goes the acid there, acid becomes from the injuring of the body, and this acid makes the nerves active, and all these processes can be described. But that is not the cause, that is the effect. This is the way how it. Yes, that is the effect. So the cause is this disconnection between physical and the etheric body. Да, то есть официальная наука, традиционная медицинская, она может полностью, вплоть до биохимического и атомарного уровня, описать процессы, происходящие при возникновении спазма, да, то есть который может быть обусловлен многими причинами, но сама причина этого спазма, да, то есть не то механизм, как это происходит, а то, почему это происходит, это является вот этим вот отхождением эфирного тела от физического. And why this spasm, epileptic spasm, why this happens again and again is because Почему же повторяются постоянно, например, эпилептические припадки? Because when once it happens, then it makes a habit to again and again. Потому что в теле создалась привычка, один раз эфирное тело отошло, и как бы оно отходит периодически снова и снова. Это при расхождении все-таки спазм. Так же? Как это лечите? How to treat epilepsy? How to treat epilepsy means in the real scientific sense, how to treat epilepsy means you have to know the background cause, because epilepsy is the name given, but according to homeopathy, science and these sciences, there is no significance for the name. Only just what is happening and how, what is the cause that is making this. We go to that cause and then we try to eliminate the cause from that level. That is the only way of treatment. Так понятно? То есть эпилепсия это просто название, как бы диагноз. Он может обуславливаться очень многими причинами. И для таких наук, как, например, аюрведа, гомеопатия, не имеет значения, как называется какое-то проявление на физическом уровне. То есть необходимо найти истинную причину, которая вызвала данное проявление, и ее постараться убрать. И тогда просто эти проявления исчезнут. Otherwise it is not cured, only it is kept suppressed. А другими словами, ее как бы вылечить нельзя, если причину не брать. Ее можно просто подавлять некоторое время. Because when the cause of disturbance is not eliminated, it will be only suppression. Потому что если причина заболевания не убрана, тогда это будет просто подавление. So now this is about the nadis. Итак, что же мы хотим рассказать про нади? Что относительно нади? You know, in the space there are certain cosmic phenomena, as we have seen. According to those cosmic phenomena, there are certain principles which are responsible for various faculties. Вы знаете, что в пространстве действуют определенные космические законы, и благодаря этим космическим законам существуют определенные космические феномены. So, how is the shape? Because all the beings in creation, everything has its own shape. Как формируются вообще формы, как они образовываются? Потому что каждое создание во Вселенной, оно имеет свою форму какую-то. And how this shape is maintained?
И как эта форма поддерживается? If there is no such consciousness which governs this, how this shape cannot be maintained? И таким образом, если бы не было какого-то сознания, поддерживающего данную форму, как бы эта форма могла поддерживаться? So there is what is called the intelligence called Vishwakarma, that means the shape consciousness. Есть такое сверхсознание, которое называется Вишвакарма, которое ответственно за поддержание форм. Symbolically, he is called the goldsmith of Devas. The goldsmith. Он изображается как ювелир среди деватов. Ну, то есть ассоциацией такой, как бы на нашем языке является ювелир среди деватов. And there is another intelligence called Tvashta. Также есть еще такое сверхсознание, которое называется Твашта. So this Vishwakarma, he plans the shape of the beings. То есть Вишвакарма это то, что планирует форму всех живых существ. And on the etheric plane, this Tvashta makes the prototypes of this. А на эфирном уровне Тваста он делает прототипы, ну такие как бы создает из линий напряженности для всех существ. So the Tvashta is symbolically called the carpenter. Карпентер это плотник. Да, то есть Тваста это плотник по-нашенски. Иисус оттачивает это. Иисус Христос. Зубы и семьи плотника. She said that Jesus was from the carpenter family. Like Joseph the carpenter. Yes. Как Иосиф плотник. Иосиф плотник он. And there is another intelligence called Maya. И существует еще такая же сущность, как Майя. He is called the builder. Она называется строитель. Билдер. So this builder, this Maya, he collects all the building material and arranges this into the bodies. Вот эта сущность или Майя ответственна за то, чтобы собирать те материалы и строить здания, строить тела. Собирать элементы, из которых создаются тела, и выстраивать их. So his place of work is in the sperma and ovum. И его место работы это сперма и яйцеклетки. Like this, there are many intelligences who are responsible for the planning, for the making prototypes, for working out of the building of all the shapes of these beings. Таким образом, существует целая плеяда, существует огромное количество сверхсознаний, которые ответственны и за планирование всех форм, и за создание эфирных прототипов, и за материализацию их на этом уровне, и за другие подобные процессы. So these nadis, which are when the embryo is developing inside, Когда эмбрион развивается в женщине, and these nadis make their pattern in the formation of the embryo. нади начинают взаимодействовать и находятся в такой взаимосвязи, в паттерне, который образует тело эмбриона. And then the physical structure of the embryo is formed along with this. А после этого начинает формироваться физическое тело эмбриона на этих линиях. And some of these nadis then they form and then they get solidification, they get solidified, and then from this there is the formation of the threads of the nerves. И когда происходит развитие этого человека, вдоль этих определенных линий напряжения происходит
сгущение. И вот эти вот линии напряжения сгущенные в будущем становятся нервными пучками. The nadis are classified into 3 categories. Nadis, nadis. Нади классифицируются на 3 категории. Voluntary, Свободные, semi-voluntary, полусвободные and involuntary. и несвободные. Because any function, any movement, anything is possible because of the nadis only. И потому что каждое движение, каждое свойство, оно возможно только благодаря существованию, наличию этих нади. You see, how nature is, the forces of nature are so intelligent. Вы видите, каким образом силы природы являются такими разумными. They have placed only few nadis are there of the voluntary type. Они создали всего лишь несколько нади свободного типа. For example, when you want to move the hand or fingers, Например, когда вы хотите подвигать руками или пальцами, or when you want to move the legs, или ногами, например, like this, whichever part which you can move or you don't move at your own will, та часть тела, которую вы хотите подвигать по своей воле или остановить ее, they are all due to the voluntary nadis. все это движение происходит благодаря вот этим свободным нади. So there are only few voluntary nadis, То есть их очень маленькое количество. and there are semi-voluntary nadis. А что такое полусвободные нади? For example, the functioning of the lungs, Ну, представьте себе функционирование легких. the inhalation and exhalation, Постоянные процессы вдоха-выдоха, it is due to semi-voluntary nadi. оно обусловлено вот этими полусвободными нади. So therefore, if you want to make breathing or not, for some time you can hold your breath. Таким образом, если вы хотите, например, контролировать свое дыхание, то вы можете на некоторое время его задержать. Beyond certain time you cannot hold your breath, Но через некоторое время вы его держать уже не сможете. because they are semi-voluntary only. Потому что они всего лишь полусвободные. You are thinking, That some people could stop their breathing, especially trained. they are not stopping And- the breathing. Huh? And Dead. Then they are dead. As long as you are alive, you cannot stop breathing. You can only hold your breath for some time. пока вы живете, вы не можете вообще перестать дышать, вы просто задерживаете на некоторое время. But there are most of the nadis are involuntary. Но большинство нади все же являются несвободными. That means they are not under our control. В смысле, что они не находятся в зоне нашего воздействия, контроля. For example, the heartbeat. Например, сердцебиение. This shows that how nature is so kind and intelligent than us, because if all the nadis are kept voluntary, then we would have destroyed ourselves.
Это показывает, насколько мудра и добра природа, потому что если бы большинство надей было бы свободными, то мы бы себя просто разрушили. So involuntary nadis control. Итак, несвободные нади отвечают за, ну или контролируют The functions of the systems функционирование всех систем, which produce the sense of color, the sense of shape, которые продуцируют и обуславливают проявление разных цветов и разных форм. and all these higher functions and sensations are controlled by involuntary И nadis. все высшие нервные процессы и восприятия, органы чувств контролируются точно так же не свободными нади. So totally how many number of nadis, that is also very clearly explained. И какое же на самом деле количество вот этих вот нади? Это является очень просто объяснимым. That is once again the cosmic number. Это точно такое же космическое число. That is the number of nadis that are working in the human body. Это количество тех нади, которые работают в человеческом теле. And these 3,300 nadis are governed by the 33 devas which I mentioned this morning. И эти 3300 нади, они находятся в подчинении тех 33 деватов, о которых я говорил с утра. Nobody can prove this. Но никто это доказать не может. Мы как в кукольном театре на ниточке. They said like we are the dolls by the in the theater, you know, like. But in the dance of the theater, the doll and the thread and the one who is controlling, they are all different entities. Он говорит, что просто в кукольном театре, что тот, кто дергает за ниточки, и кукла, это отдельности. But here, it is ultimately that one light that is working in all these manifestations. А на уровне существования существует всего лишь единый свет, который проявляется на всех уровнях. И даже в виде кукол. Because it is the one light ion that is manifested Потому что существует всего лишь единый свет аз-есмь, который проявляется. into all these planes of consciousness. И проявляется через все планы сознания. So if you say why it is manifested, there is no answer. How it is manifested is explained. If you say why it is manifested, whom you will ask? Because this Creator is supreme. Потому что вы, например, можете спросить, как это проявляется, и будет ответ. Но если вы спросите, зачем это проявляется, то у кого вы будете спрашивать? Потому что это всего лишь игра Всевышнего. Because we are the part of the creation, therefore we cannot make a question why you have created all this like this. You cannot ask. Будучи частью творения, мы не можем спрашивать Творца, зачем он вот это вот все создал и какая в этом цель. Then he says, it is my play. А он просто может сказать, да, это я играюсь так. Then if you ask him why should you play? А потом вы начнете спрашивать, а зачем ты играешься? Then he says, you also start playing, then you will know. А он тебе скажет, а ты тоже возьми поиграйся, тогда узнаешь. So, may I ask one question? So, if there are so many devices, so many high intelligences, and in this plane, in the divine plane for all the levels, which part could we play? Yes, because we are the creatures,
But even if our consciousness will grow, due to all these sciences, due to our own progress and purification and live as a yoga, we could only to become a part of the Deva's work or what the our how to say goal. So we will accompany mind to some level of Devas, or what are the masters do in this plane, because everything is already make it in the very brilliant equilibrium. So what's the way to make a new world? So it is not making a new world, but it is always working out. You know, for example, like go in office to some devices to make some office of work. No, it is not making. It is new in one sense, but in another sense it is eternal. In one sense it is eternal, because for example every day we are doing the same work. Huh? Every day we are waking up from sleep and cleaning ourselves and making our breakfast and doing something and lunch and all. So it is the same work we are doing every day. But every day it is new. Yeah. Huh? In the same manner, those intelligences, they keep on doing this work of this whole creation, and when we raise in our consciousness, then what happens is we consciously work as they are working. As they are working, but some you feel, or with them together? With them, along with them, because then we are also given certain responsibility. Yeah, but you have to To understand do things some new for- responsibility, or just help them. I not get it. If we have the divine plan for all the times, for everything, for all the what is going on, so what the play of us in this perfect game? There is all the devices already exists. The game is when we are in a lower consciousness, from this rising, making an effort and rising to the higher consciousness is the part of the game. And when once we have gone there, then there is so much of work in this creation, and we are also made responsible for the work. Yeah, we just choose what we like and go for our Still review. there will be training. It is always Like ladder. it is always a training. For example, our sun. For example, you take the example of the sun of our solar system. So our sun, in this solar system, the highest evolved being is our sun, and this sun is under training from the higher suns. So this is always a game. Yeah. Because they also go higher in their consciousness. Я задал просто свой вопрос, что если существует такой великолепный божественный план, в котором уже существуют такие силы, такое сверхсознание, которое на всех уровнях, вплоть от сверхкосмических до микрокосмических на уровне нади, регулирует все бытие, то каков сам, и как бы эта игра, она идет вне времени, вне пространства, во всем. Какова же роль нас, как существ, которые развиваются в этой божественной игре? Что мы можем сделать, да, то есть, что делают те учителя, да, тот же мастер CVD, да, тот же мастер EK, которые достигли определенного уровня сознания, что они идут вот в офис к этим деватам и помогают им в их работе, которая уже расписана, регламентирована, и там, что они делают вообще. И как бы учитель Ананта Кришна объяснил мне, что как бы игра происходит таким образом, что наш рост и развитие, переход с нижних планов на верхние планы и развитие высшего сознания является частью игры, в которой мы участвуем, сами как свободные игроки. То есть это как будто, вот он привел мне пример, что наше Солнце в Солнечной системе самое высокоразвитое существо, получается. Но оно все равно еще проходит обучение еще у более высокоразвитых существ. И так как бы через некоторое время оно перейдет на другой уровень существования. И
И как бы сама игра, это является и смыслом, да, то есть как бы, ну так понятно? То есть, что это не идти там, ну то есть как бы и каждый, кто достигает определенного уровня развития, он по своей воле решает, брать ответственность за какую-то часть общей игры, или, ну, например, там, заниматься дальнейшим своим развитием, да, то есть или на каком-то уровне, как в обычной жизни, да, то есть вот мы ходим на работу, в офис, кто-то удовлетворился должностью там офисного работника, кто-то дальше идет. И точно так же, ну, как бы везде на всех планах. Даже какие космические законы, как они проявляются на Земле, и сколько их? What's the number of the cosmic laws? Cosmic laws. One is very simple, it's above and below. Он говорит, что один из этих законов очень простой. Великое в малом, малое в великом. Как сверху, так и снизу. То есть закон соответствия. The cosmic laws, the more we get familiarized with one law, and then we start applying it, then we will know the next law. That is how the cosmic laws. Ну, это как в компьютерной игре, ну, то есть это моя же ассоциация, это постепенный процесс. Как только вы начинаете жить в соответствии с какими-то космическими законами, которые вам известны, и утверждаетесь в них, открываются новые планы и уровни, в которых, ну, другие космические законы, и вы, ну, начинаете их познавать. То есть это как бы тоже процесс эволюционный. Как врата открываются одни, другие, ты Ну, как в каждой компьютере. Набрал хитпоинтов, чек, новый левел. Хитпоинтс, new level, new level. Yeah, because kindergarten student cannot understand. Да, потому что студенты, как бы первоклашки, не могут понять университетской программы. We have to go. This is the same. Значит, This is семья, the solar system the семья это same. тоже свободная игра. Хочешь The играть solar- в нее, хочешь не играть. So this lady asked the families we are made between us people. This is so a kind of the free will. So we can play this game or not play. So we are not. Yes, if we don't play the game, then we can be like that for many bucks. Он говорит, ну да, можно не играть по правилам этой игры и оставаться на второй курсе много перерождений. But the planets in the solar system is the same. И то же самое с They are also планетами Солнечной системы, они тоже на определенном этапе своей There эволюции. are holy planets and not holy planets. Вот есть планеты, ну, уже достигшие просветления, а есть еще... The benefic planets and the malefic planets. Yeah. So Earth is not holy planet. Земля еще пока не совсем просветленная планета. Так даже Солнце не священное. And even the sun is not У меня holy. вопрос есть. Not like that. But with the sun, that is why it is to be understood as the different degrees of awakening. So when you know about in view of these degrees, then it is less evolved consciousness and that is more evolved consciousness. Он говорит, ну что понятие святой, не святой, посвященный, посвященный, ну как бы это человеческие, священные, это человеческие понятия, которые, ну как бы, если смотреть на Солнце, то они неприменимы. Просто когда происходит какое-то развитие, есть определенные ступени. И Солнце находится на одном из уровней увеличения как бы своей степени осознанности. Это как бы не какие-то категории посвященные, а разные многоступенчатые уровни развития сознания. In the central system, there are 12 solar systems. You know what system? There's a central system, and there are 12 solar systems. В одной центральной системе существует 12 солнечных систем, которые ну, существуют взаимосвязанно. А у меня вопрос, можно я вопрос все-таки? Я хочу вернуться вот к каналу Нады. What is about the nadis? This lady asks about the nadis. About the nadis, what? Да, значит, вот наступает момент, когда человек начинает ощущать свои каналы Нады. There is in some moment of the life of each person, then the person can able to feel all nadis. И когда он осознает некие, конечно, не все возможно, но некие каналы, это значит, что они высвобождаются и становятся, переходят в эту категорию свободных каналов. And then someone in his consciousness aware these nadis. This means that they are from the semi-voluntary or involuntary comes into the voluntary nadis. Нет?
А как? It is not like that. They are all arranged because with nature, Они уже отсортированы. the forces of nature or the intelligences, they have arranged these nadis in this manner, and in this manner they are working in us. Он говорит, это нади, это те каналы, которые уже рассортированы природой, и они применяются таким образом, что они просто работают в нас. So we are able, all our faculties which we are using, they are because of the functioning of those nadis. И все эти качества, которыми мы обладаем, они именно обусловлены самим существованием этих нади. But you, by knowing about the nadis and their functions, Но знание того, что есть эти нади, и они имеют каждый свою функцию, then we will know, consciously we will get aware of their work, but that doesn't mean that we can feel the nadis or we can exchange in the nadis, that will not happen. но таким образом, как сейчас, изучая то, что они существуют и их работу, мы расширяем свое сознание для того, чтобы осознавать происходящее, но никоим образом это не значит, что мы можем их чувствовать. Because what should happen there is controlled by those higher intelligences. Потому что они находятся под управлением более высоких сознаний. То есть человек не может чувствовать канал. So she said that this way person could not feel all nadis. Feel, but It is not feeling, you are experiencing, not feeling. это не связано с ощущением, они не чувствуются никаким образом. Вы можете переживать опыт, понимание как бы. Я про это. Я про это. Ну ничего, ну ладно, ну что, ничего. И что, For example, сейчас он пример приведет, что so for example, what we call inhalation and exhalation. In inhalation, we are taking in oxygen. Exhalation, we are giving out carbon dioxide. This we know, for example. То есть, например, пример, который все знают, да, то есть вдох-выдох, вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. But we know this because we have studied this. But Но мы это знаем, потому что мы этот предмет изучали. how can you feel that you are taking oxygen and how can you feel you are giving out carbon А dioxide? теперь расскажите мне, как вы можете прочувствовать то, что вы потребляете кислород, и прочувствовать, что вы выделяете именно углекислый газ. Но я еще не на таком уровне. She's not on such level of Да consciousness. нет такого уровня, поэтому определение углекислого газа и происходит. Nobody Эта тема такая. can feel this, but Никто не может getting прочувствовать. aware of this. Но понимая это, So like this we have to getting into the awareness, but not мы привносим это в you cannot сознание. feel because we are made of it. We cannot feel. Но мы не можем это чувствовать, потому что мы из них состоим. То есть, Видите, я спрашиваю, наверное, не на простом. Я шучу, не на простом. Ну да, не на простом. Не на Есть у простом. человека вопрос, что Да. тебя удивляет? Не надо Не надо Конечно. Because we are part of it. дело в том, что мы являемся частью этого. The part cannot estimate the whole. А часть не может познать целое. We are a part of it. Мы же часть этих линий напряжения. And the purpose of our studying this is to get into that awareness. И когда часть начинает познавать целое, это значит, что у нее увеличивается осознанность. When we get into that awareness, then we make a forward step in evolution. А когда мы расширим свою осознанность, тогда мы можем сделать следующий шаг в своей эволюции. Because then we can know how the intelligences that are working, how they have arranged all this in a pattern. И вот, например, откуда мы можем знать, как высочайшие разумы работают, как они вообще управляют всем этим огромным паттерном, всем этой частью сущего. For example, it is just like, for example, Например, when you go from here to Kyiv, suppose somebody has closed your eyes and tied you, and somebody has put in a vehicle where there is no light and nothing, and you are taken from here to Kyiv, that is a different experience. And with our will, we are taking the bus or train and we are traveling and observing everything and we are reaching Kyiv, for example. Is there no difference between these two? Представь, например, тебя кто-то взял, связал, закрыл глаза, уши, положил в машину, куда не проходит свет и не ощущается внешних воздействий от среды, и на этой машине повез в Киев. Или, например, ты по доброй воле села в автобус себе или в машину, едешь и рассматриваешь окрестности и делаешь то, что ты хочешь. Ну да.
Большая разница. What is the question? Я хотела спросить, This guy спрашивает. I just want to say that he has a question. Yes. Говори. Можно просто двигать вот руками, там что-то делать. А можно свое внимание погрузить в руку, делать движение вот такое вот плавное, и тогда ты чувствуешь нади или еще что-то. Ну, что включается кожное дыхание, начинаешь получать удовольствие от этого. И потом постепенно твоя психика становится лучше, мозги начинают Подожди, я более столько не ясно. переведу сразу, можно? То есть такой переход идет сразу в более высшие планы. Ну, сейчас, задал, я переведу просто. And this guy has such experience in his life. Then you can move your arm just like a movement. But you can be aware about this movement and put all your awareness into this movement. And after this, move the very soft movement, like from the upper body, and feel a lot of sensations. Yes, how the energy comes, how skin breathes, how the pulsations they are made, and another different feelings. And he is this is helps him to how to say, improve his and to enlarge his awareness and be more healthy, happy, wealthy, and this is feelings from his body. But the more thing, what is this? Does this? What is this he has to say? Скажи, что это за ощущение, Because it которое is his ты... experience. Yes. Что это за опыт, который ты переживаешь? То есть он, вопрос перевел, что это за ощущение? Он говорит, что это твои ощущения, которые ты переживаешь. Because experience, where there is experience, there is no explanation. Потому что опыт, переживаемый тобой на уровне ощущений, он не имеет объяснения. Это твой личный опыт. The experience of light is beyond explanation. Опыт переживания света находится вне объяснения. Even the person who is experiencing light, даже тот, кто ощутил свет, that is beyond explanation. Он не может это объяснить. If he is in a state that he can give explanation of his experience, that means he is still lower than the experience plane. То есть, если он находится на том уровне сознания, что он начинает давать объяснение тому, что он происходит, он, значит, находится на низшем уровне. So there for any of such experiences, для любого из вида подобных переживаний, for any of these trans-physical experiences, для подобного из таких вот внетелесных опытов, the person who is experiencing, человек, который их переживает, he himself has to verify these experiences, because if he needs any other person to confirm this, that means still it is not their experience. То есть этот человек должен эти опыты сам переживать. А если он кого-то пытается убедить в том, что он это переживает, значит это не является чистым опытом, а просто, фантазия. Illusion. Так этот опыт повторяется у других людей. Саша, давайте уже в другое время. Но сейчас же другая тема. Ну что в конце концов? But this experience he is asked have a lot of people. So this is not illusion. I am not saying it is illusion. Он говорит, это непонятно, это иллюзия или не иллюзия. For his experience, но для твоего опыта, he is the authority, because только ты можешь выносить суждение. Other person cannot describe his experience. И никто не может твои ощущения описать. Они могут быть подобны, но описать никто не может. So there are 3,300 nadis that are working in us. Итак, 3300 нади в нас работают. And among these 3,300 nadis, и среди них 33 nadis, they act as the chief officers. 33 нади имеют очень важных начальников. Руководителей. And out of these 33, 3 are the main nadis. И среди этих 33, 3 являются самыми главными. And these 3 nadis, и эти 3 нади,
one nadi works with the solar principle. Один из этих нади работает по солнечному принципу, And another nadi works on lunar principle. а другой работает по лунному принципу. And another, the third one works with the principle of Agni. А третий работает по принципу Агни. Это сами нади по этим принципам. This is nadi works in this Руководитель, principle. Или руководители. Or their chiefs. The nadis, these three nadis, Они что же нади? Только они... these three nadis, А, это три нади. they work out those principles in us, and basing on these three nadis, the other nadis which are allotted to each of these, they work in cooperation with these nadis. Существует три нади в нашем теле, которые работают по соответствующим принципам, а все остальные нади являются подчиненными им. And the working place of these three nadis in our body, И место работы этих трех каналов в нашем теле, that is, the working place is situated along our vertebral column. их место работы находится рядом с позвоночным столбом. This lady said that their names are Ida, Sushumna and Pingala. Ага, это абсолютно правда. She said that she's nowadays because she wrote your father's book. Yes. Он смеется и говорит, да. So, for example, if we are like this, when we are Это вид сзади. so towards one nadi vibrates towards the left side, and one nadi vibrates towards right side. Вибрации нади расположены одного в левую сторону, одного в правую сторону. And the Направлены. one which vibrates to our left side is called Ida. И тот, вибрации которого направлены в левую сторону, называется Ида. And the one which vibrates towards right side is called Pingala. А тот, вибрации которого направлены в правую сторону, называется Пингала. Сушумна посередине. And the one which vibrates, there is a central canal along our vertebral column, there is a central canal. And along with central canal, the finest nadi that vibrates, and that is called Sushumna. И тот канал, который расположен посередине, вибрации которого направлены к центру, вот это, ну то есть к самой сердцевине, к сердцевине позвоночного столба, называется сушумна. So Ida is the lunar nadi, Канал Ида работает по принципу Луны, and Pingala is the solar nadi, а Пингала Солнца, по солярному принципу. and Sushumna is the Agni nadi, Сушумна по принципу Агни. Agni or fire. So this Ida and this Pingala on the both sides of the vertebral column, Эти каналы Ида и Пингала расположены с обоих сторон позвоночного столба, they have no physical entity. и они не имеют физического проявления. They only act as the vibrations along these two sides. Они существуют в виде просто вибраций с двух сторон от позвоночника. So they are functional. То есть они функциональны.
So they are working on the subjective plane, but locating their action on these two sides of the vertebral column. Они работают на субъективном плане, но в направлениях, которые на физическом уровне совпадают с расположением позвоночника. The sushumna, which vibrates in the central canal, it is located in this central canal of the vertebral column. Сушумна, которая, вибрации которой находятся в сердцевине позвоночного канала, точно таким же образом находится вот в этой сердцевине позвоночного канала. So it is. Таким образом, It is in the etheric form. Существование этих каналов в эфирной форме. But when somebody tries to draw with a, for example, if you push a needle from the bottom of the vertebral column and draw with this, then you get a fluid. Но если кто-нибудь, например, засунет вот там с самого низу в пространство позвоночного канала иголку и попробует что-то вытянуть, вытянется жидкость. So that is the condensed form of this etheric state of this sushumna. И это будет такой концентрат эфирной формы существования сушумны. Конденсированный, Not концентрированный. concentration. Concentrated, but But for example, just like for example, into a rubber tube, for example, if you pass the vapor, water vapor. Это, например, как если вы будете проходить через водопад, So vapor, через пар, steam. yes. So it is in gaseous state. То есть пар это то, что находится в газообразном состоянии. Into the tube, for example, if you insert a needle, injection needle and draw it, then you will get water. И если вы из этого пара, например, просто шприцом вытянете что-то, то получится влага. So the vapor which is in a gaseous state is drawn as a liquid. То есть пар, который находится в газообразном состоянии, вытягивается шприцом в виде жидкости. So in the same manner, sushumna, this, if you draw with the needle from this, then you will get a liquid. То есть таким же образом сушумно, если вы вытянете из спинномозгового канала что-то, там будет жидкость. But in the medicine, in the medical field, it is called the cerebrospinal fluid, and always it is drawn by lumbar puncturing. Но в обычной медицине это называется цереброспинальная жидкость, и ее частенько вытягивают оттуда. При пункциях люмбальных набирается. But what we have to know is, this is not a fluid by itself, but when you try to draw outside, then it is brought into a fluid. Но то, что нам нужно знать, что это не является жидкостью само по себе, а становится жидкостью при попытке вытягивания. But it is a very highly charged substance. Highly. Charge, electric charge. Это очень высоко заряженная субстанция. So it is not yet known to the modern science that до сих пор неизвестно современной науке, что this is most important for the quality of life of the person. Что это является наиболее важным для хорошего качества жизни человека. And this sushumna, when it is given, it is provided for an individual once for the whole life. И эта сушумна, она дается человеку один раз на всю жизнь. So if you try to draw it out, если вы ее попробуете вытянуть наружу, because when you try to draw the cerebrospinal fluid, this is disturbed. То есть, когда вы делаете пункцию и вытягиваете цереброспинальную жидкость, происходит возмущение вот в этой структуре. So therefore, in the other sciences, in yoga, ayurveda, Поэтому homeopathy, в таких целостных науках, как гомеопатия, аюрведа, йога,
in all these sciences, any effort you make to meddle this with all these means is strictly prohibited. Строго запрещено любое воздействие на именно эту область. Because this Sushumna, because it is Agni Nadi, Здесь вот. it is Agni Nadi, Так как Сушумна является каналом Агни, so it is connected with the electromagnetic phenomena of the higher. она связана с электромагнитными феноменами высших уровней. Нам женщина говорит, что тапочки мокнут. Because our body, as we mentioned earlier, our body is also working with this electromagnetic phenomenon. Как уже нам понятно, что наше тело работает как огромный электромагнит, ну, является таким удивительным феноменом, как электромагнитное поле. And this electromagnetic charge, which is working as Sushumna Agni Nadi, И это и уровень заряда, который проявляется в виде сушумна, который работает по принципу Агни, that is called by a name, и имеет свое название. and that name is called Kundalini. И имя этого названия Кундалини. Уровень заряда этой электромагнитной системы, который проявляется как сушумна, работающий по принципу Агни, называется Кундалини. So Kundalini is not something, because it is only compared to the snake, because it is a spiral charge. То есть кундалини не является чем-то таким необыкновенным, он просто ассоциируется с змеей, потому что имеет спиралевидный, ну, то есть это заряд, который имеет спиралевидную форму. But it is not a substance which is like snake, like this, it is spiral. You see, in many books you find Kundalini snake and this is waking up. Ну, то есть в многих книгах вы можете найти, что кундалини это змея, которая просыпается и движется вверх по позвоночнику. Ну, что на самом деле этим не является. It is a high electromagnetic charge like the thunderbolt, like the thunder, Lightning. lightning. Он говорит, что это точно такое же электромагнитное поле, которое как молния. It is very clearly explained in the scriptural sciences that Kundalini is a Mahashakti. Mahashakti means a high power. И очень четко объясняется во всех древних писаниях, что кундалини это очень большая сила. То есть, ну вот это слово Shakti. Махашакти, Махасикти, что в переводе обозначает просто величайшая сила. Махашакти. It is very high energy. Это очень огромная энергия. And it is placed, it is in our central canal, it is placed like in a very, very subtle manner. И она в нашем позвоночном канале расположена в виде очень сильно-сильно сжатого вещества. В очень сильно сжатый способ она там размещена. It is compared to the, you know, when you take the lotus flower has a stalk. Например, вот представьте себе цветок лотоса, который имеет стебель. And in this stalk, when you take, Если вы дернете за этот стебель, there are many hundreds of fine threads. Будет огромное количество волокон. They are very, very minute, tiny. Но они такие тоненькие, но очень много. So like that, this Kundalini is placed as such a high power in a tiny manner. Но оно вот в виде таких очень тонких линий расположено, очень скомпрессировано, ну как вот в этом примере, который я привел. So therefore, if we try to make any manipulations with this, Таким образом, если мы будем какие-то манипуляции с этим производить, so then you cannot know what happens, because that is connected to the electromagnetic charge of our planet. Если будем какие-то манипуляции производить, то неизвестно, чем это закончится, потому что существует прямая связь с электромагнитным полем Земли. So you are not expected to meddle or interfere with the working of Kundalini.
То есть, you're not expected to what? To interfere or to manipulate. То есть вообще не предусматривается, что вы будете каким-то образом взаимодействовать или вообще манипулировать энергией кундалини. Because there are certain power centers that are arranged along with this. Потому что существует определенное количество энергоцентров, расположенных вдоль него. And all this arrangement is for the working of the higher intelligences which are there working in the space around us. И все это расположено таким образом, чтобы сделать наиболее удобным работу высших сил сознательных, которые располагаются, вот вне нас. So all the connections with those devas intelligences are placed along with this. То есть вдоль этого канала расположены центры, согласно которым осуществляется взаимодействие с сверхразумами деватов. So it is there in every one of us. Это там находится у каждого из нас. But the only thing is, Но единственное, our consciousness is not awakened towards that unless we get into this practice. что пока мы не начинаем какие-то практики, наше сознание не готово для осознавания происходящего. Practice means not such a practice as to try to manipulate with the chakras. Но практика не обозначает разные способы манипуляции чакрами. But practice means the yogic practice in the manner in which it is explained as we have studied in Patanjali and these masters. Но практика обозначает йогическую практику в тот способ, который был объяснен Патанджали и всеми учителями и мастерами, которые имеют эту линию. So this energy is called Shakti. Shakti means mother. Энергия, называемая Шакти, слово Шакти переводится так же, как мама. So there are two principles. One is called Shiva principle. Существует два принципа. Один из них называется принципом Шивы, And Shakti principle. и другой принцип называется принципом Шакти. So father principle and mother principle. То есть принцип отца-матери. What about the Shiva principle? Shiva principle is always higher as the background. Принцип Шивы находится всегда выше, чем вот эта основа. Because mother is the link between the father and the child. Потому что мать является связующим звеном между ребенком и отцом. So a child is all the living beings. Дети — это все живые существа. Father is the creator. Отец — это создатель. And the power of the creator is called the mother or the Shakti. А сила Созидателя, которой мы наполнены, называется Шакти, как материнский аспект. Женский аспект. Shall I continue or you want a break? Хотите перерывчик? Маленький. They ask small. Small means because already